О смерти думаешь? Фильм про смерть. Не особо. Ну, то есть, знаешь, это из разряда, если задумаешься об этом дольше 3 секунд, то улетишь в какие-то просто дебри самоистязания, самопознания, не знаю. И такая, нет, давайте не будем. Но это скорее можно как перерождение больше, чем смерть. То есть ты здесь совершенно другой человек. Ну, ты можешь быть кем угодно. Период, который я сказал как раз до перехода, это как раз был один из таких ярких периодов, когда мне казалось, что все как будто нет никакого будущего, что ничего не непонятно, что со мной будет, и вообще зачем жить. Тогда все казалось безнадежно совсем. Но я вырвалась оттуда, мне помогли вырваться. Теперь этого нет. Понимаешь? И вдруг меня на мое день рождения меня просто переклинило. Где-то на 2 дня, то что просто все. То есть, причем еще даже 6 месяцев до этого не пил. И я такой спорт, все, хорошая жизнь, все это, все вот, новая жизнь. И вдруг нет, у меня вот это московское старое, вот это все вернулось. Интеграции здесь нету, то есть с беженцами, некоторыми российскими у меня тоже отношения как-то пошли не очень правильно. И все, я такой. Был момент, когда я стояла на светофоре, и мимо проносились машины, и я подумала, интересно, что будет, если сделать шаг вперед. Ну, как-то вот это само ощущение, которое было при этой мысли, оно было настолько отталкивающим, что я решила, что нет, не надо проверять. Что могу сказать? Убить себя не так просто, как кажется. Я пыталась много раз, и нет, это так не работает. Хотя суицид потом дает какое-то временное облегчение. То есть вот делаешь попытку, вот понимаешь, что сейчас должно быть все, но если это все не наступает, то потом немножко на время попускает. И просто в какой-то момент, если меня не будет, проблем не будет, по крайней мере, у меня. И это все прекратится. Один раз, по-моему, в моей жизни, да, когда я пыталась, в шаге было от того, чтобы скрыться. Я бы не хотела об этом говорить, если можно. В принципе, нормально. Ну да. В принципе, алфавит тоже один раз. Но это было, правда, с этим психиатром. Думаю, психиатр, другая тема, там не надо закапываться сильно. Ну да. И тоже сижу, на нас спрашивает, как тебе играть. Ну, все еще хочу себя убить. Суицидальные мысли, сама думала, вот спальня сидит, а еще наушниках. В наушниках себя не слышу, а ору там на все это. Я хочу убить себя. Я думаю, смешно. Приятельно. Что может быть тупее? Умирать. Просто по факту люди будут о себе сожалеть полчаса. В общем-то. Даже на поминках будут плакать недолго, а потом люди на следующий день уже на свои работы, свои дела.
И ты, считай, уже забыта. Напрочь. Зачем? Я понимаю, что как бы жизнь идет, ну как бы она прикольна, но я не такую хочу. Потому что то, что я вижу, ну, допустим, в той же игре или в этом каком-нибудь аниме, или, не знаю, даже в сериале каком-нибудь фэнтезийном, это мне намного больше нравится, чем то, что происходит вокруг меня, особенно последние несколько лет. Ты думаешь, бля, я в таком ебаном мире живу на самом деле, вот, ну не хочется здесь оставаться. Вот. Ну, как раз вот эти мысли, они, ну, в каком-то смысле мне дали толчок, что нельзя так больше жить. И, ну, я выбрал именно жить и начать переход. А, ну, не знаю, почему. Ну, то есть... Ну, наверное, я сильнее, чем я думал. Но каждый раз выхожу и все равно такой, я где? Я не дома все еще. Это, конечно, странно. Все еще странно. То есть я как бы вроде привыкла к окружению, но это все равно каждый раз меня удивляет. Это архитектура, пальмы, ух ты! Я в Европе. Вот. Ну, потому что я тут жить начала, потому что я тут собой стала. Я выгляжу так, как я себя всегда видела. На родине я этого не могла себе позволить. Было социальное давление, я не жила свою жизнь. А здесь я стала собой. И я просто не переживу, не выдержу, если у меня это отнимут. Я получила то, чего мне не хватало, и я не смогу без этого теперь. У всех какие-то странные мысли бывают, у всех бывают какие-то странные фобии и так далее. Потому что я начинаю вот это, ну, случилось и так далее, у меня, ну, дошло. То есть у меня в тот момент не было никакой поддержки, я то есть сам пытался это как-то вылезти и так далее. Потом я уже сейчас понял, что мне нужна психологическая помощь, то, что я и пошел. Ведь было тоже ведь с одной организацией, когда мы нашли, ну, психологов и так далее, то что... Быстро говоришь, воздуха нет. Нет, сердце болит. Сердце болит. Да, у меня потому что курящий это... Ой, Дима, такие тяжелые. И у меня просто это, когда поем, тоже бывает. Депрессия. Вещь неприятная. Иногда она тебя догоняет настолько, что вот начинаешь думать всякие не очень приятные вещи. Но мы над этим работаем. Психологу от нашей организации он мне посоветовал обалденскую штуку, которая несколько раз меня выручала. Он сказал, возьми, вот если тебе совсем-совсем-совсем плохо, вот так вот совсем плохо, что ты тебе никуда деть. Я так понимаю, это какая-то из фишечек заземления. Он говорит, возьми в руку лед и сожми сильно-сильно и держи. Не сколько паника, сколько злость, мне кажется. Потому что я не могу повлиять на этих людей. И у меня вот злость как от бессилия, что ли. Типа, я ж не могу там никого ударить, потому что мне там не понравилось, как он громко говорит. Потом ты себя так по головушке немножко бьешь, такой вспоминаешь, где ты находишься, и что суицид это вообще не выход. Вот. Лучше уж как-то интересно прожить жизнь. Посмотри, да. Как-то мы создали свой мир небольшой. Создали свой мир небольшой. В нем мы жили. Потом, когда выходили на улицу, охуевали обратно в свой мир.
Вот. Но еще у меня была мысль, было бы неплохо все-таки побыть вампиром и прожить несколько веков, а то и тысячелетий. Чисто потому, что хочется посмотреть, насколько сильно поменяется мир спустя типа 200 лет, 300 лет. Потому что мы этого уже не застанем, а хочется посмотреть, как будет прогресс у мира идти. Стать, возможно, тем, кем ты до этого себя чувствовал, но не могла, потому что уже находилась в рамках того, где ты живешь. А сейчас этих рамок нет, и люди вокруг тебя не знают, какая ты. Это возможности для тебя заново раскрыться и научиться себя раскрывать. И попробовать в себе что-то новое открыть. Ну, переход, конечно, тоже... Начало перехода было довольно сложным, я много сомневался, все ли я делаю правильно, смогу ли я жить нормально, или буду каким-то изгоем. Но в итоге прям все... Мне кажется, что мне повезло со временем, с окружением, со всем, с работой. Ну, все равно еще нужно очень много ресурсов, чтобы себя реабилитировать и жить полноценную нормальную жизнь. Ну, лучше, чем было значительно. Поэтому и перестала думать о суициде. Ну, Так это у меня тоже был на день рождения, я поэтому и думаю, как так, почему все время день рождения? Потому что хочешь праздника и так далее. Ну, вот Ну, какая-то это- концентрация. Вот как это мы будто бы. вырезаем. У меня в Москве Да. была попытка. Но я просто, я перед окном стоял, но я не хочу об этом говорить. Почему? Не хочу. Вырезать это? Ну вот это да. Ну, слушай, это тоже сейчас про день рождения и так далее. То, что это тоже не надо. Мы должны выглядеть адекватно. Потому что мы должны это победить. В этом плане, да. Ладно. Нет, в этом плане, да. Нет, вот этого сейчас мы с тобой Хорошо. Да, потому что... Нет. Хорошо. Потому что есть вот такие... Знаешь, вот скелеты должны быть в шкафу. Если у тебя нет скелетов, значит, это долбоёб. У меня бывают мысли, когда там бывают тяжелые ситуации, бывает хреново, бывает настолько стрессово, что ты уже просто сидишь, думаешь, блядь, если я сейчас перережу себе вены, значит, всем будет похуй на меня. Сейчас у меня снова начало из-за переездов, из-за всего вот этого снова шатать. И я, например, прекрасно понимаю, что в эти дни я ни на что не способна. Вот. И мне кажется в эти дни, что будущего нету, просветов нету, все плохо, все умерли, мы на дне, оттуда стучат. Из-под тоже стучат уже. Вот. А потом это как-то проходит, и вроде становится полегче. В какой-то момент у меня было, как сказать, понимание, почему человек может захотеть это сделать. Это неприятное чувство. Надеюсь, что я к ним не вернусь, потому что, это правда неприятно. Помню, вот самое главное, это приходишь в эту организацию одну, то есть теоретически ЛГБТ-организация, теоретически она должна помочь, и просто совершенно, человек остается на следующий день, должен был оставаться уже на улице, но у него денег нету и так далее. Ну и такие пришли и так далее, то что-то разговариваем, и вдруг когда они такие говорят, приходите через 3 месяца, а человек уже на улице на завтра может остаться.
И он такой на них смотрит и такой говорит, ну, знаете, а вы можете это, там просто на входе написать, что арабы, африканцы и так далее, любые беженцы, пошли вы нахуй, вы нам нахер здесь не нужны и так далее. И то, что и напишите на сайте, это еще главное. То, что вы не хотите, чтобы мы сюда приезжали. Небинарность осознала меня. Побольше. Раньше думала, что я просто тупо гей. Но оказывается, когда понаписали все эти вещи про свою жизнь, вспоминая всю прошлую жизнь, нихера, я, оказывается, бисексуальная, но не бинарная. И, блядь, я не знаю, как это осознавать. Как осознавать? Как можно осознавать? Как женщина осознает себя женщиной, как мужчина осознает себя мужчиной? Ну, как-то осозналась. Ну, то есть, когда я в подростковом там возрасте не чувствовала никакого сексуального возбуждения или хотя бы какого-то намека на это, я сначала думала, что придет, возможно, позднее это. То есть, ну, все мы люди разные, и у кого-то позже, у кого-то раньше. Я думала, что у меня так же. Но как бы все это не приходило, и уже впоследствии как-то начала там читать какие-нибудь статьи про это все. И долгие годы вот пыталась понять, все-таки то это или не то, так или не так. Может быть, там мне кажется, может быть, это я там себе напридумывала, и чтобы сразу не клеить какой-то ярлык. И долго раздумывала, так или не так. По итогу решила, что все, точно так. Точно думаю правильно. Я, например, не пользуюсь дейтинговыми приложениями, в том числе потому, что непонятно, кого ты там встретишь, что с тобой может случиться. Какой-то неприятный опыт. Ну, я чувствую себя уязвимым, в том числе потому, что я не местный. Ну и плюс у меня нет никакого опыта отношений, никакого опыта взаимодействия. Там, я не хожу в разным ночным клубам или просто клубам, барам и так далее. Ну, у меня есть какое-то, что как будто мне нужно быть настороже, потому что я мало что знаю про... Вот, надеюсь, меня видно. Вот такой вот я человек. Вот я сейчас даже очечки сниму, вот. Вот так я люблю ходить очень часто. Сейчас я это реже делаю, потому что заебываюсь, но когда я жил в России, я очень часто любил красить. Мне нравилось, тем более у меня были проблемы с самооценкой, а мейк
Он как бы ее повышает. Я уже потом начал себя красивым считать, такой, так, ну я себя люблю, тебя надо любить. Вот. Но когда были проблемы с самооценкой, для меня моих было это вот реально как маска, чтобы спрятать все, что я не хочу показывать другим людям. Смотри наверх. Вот. И я понимал, что я не могу даже нормально это делать, потому что, ну, меня просто за это гнобят. Ну, когда я там шла по улице, причем я шла просто с подругой. Это было не девушка моя, никто, это просто была моя подруга. Ну вот, и какие-то товарищи решили прокомментировать это довольно пошлым способом. Ну, я как-то не сильно на это реагирую, если честно. Вот, но, ну, конечно, это не очень приятно. Ну, в целом это не так часто происходит, хотя даже в Мадриде, который достаточно либеральный, ну, был. Сейчас, я не знаю, сейчас, поскольку там давно уже правые при власти, могло что-то поменяться. Да, в сторону каких-то своих знакомых я слышала пару раз тоже комментарии на улицах. Мне дали неточную запись на следующий раз. Меня попросили написать потом в Инстаграм, чтобы уточнить. И время подходило, я спросила, у меня стоит запись на следующую процедуру или нет. Ну, мне сказали, что извинились и сказали, мастер отказал мне в следующей записи. Я начала требовать причину, потому что у меня уже курс начат, и я не должна его прерывать, потому что это очень дорого. Мне сказали, мне отказывают по причине того, что на процедуре я была в неадекватном состоянии под или наркотическими, или под психотропными веществами. А мне не нужно будет прерывать курс начатый, я могу обратиться в другой какой-то салон. Ну, меня возмутила эта клевета, и я пообещала, что я буду в суд обращаться за это. Там все такое, все клево, ну, окей, ладно. И как бы это все, это была просто часть знакомства. То есть мы представились, и я такая, вот мы как бы с ней вместе, если что. То есть, типа, она не просто там моя подружка, просто это как часть знакомства было, вот. Вот. И мы вроде замяли это все, начали дальше, я имею в виду, общаться на другие какие-то левые темы, все перезнакомились, общались, танцевали, пили, все такое. И потом ее внезапно все равно потянуло на продолжение всего этого разговора. Типа, ой, ну ты знаешь, да, вы, конечно, классные, лесбиянок я люблю, там в таком роде. Типа, вот это я понимаю, вы такие миленькие, но вот геи это странно. Геев я не понимаю. Ну как это так? Типа, мужчина с мужчиной. Я думаю, ты что несешь? Общаемся. И я вот последний раз, когда мы общались, ну там он мне показывал свои подписки в Телеграме. И я понял, что я ему не могу показать свой Телеграм, потому что у меня там одна группа транс-групп, другая группа ЛГБТ-групп. И типа, ну, перед тем, как это показывать, надо как будто сделать ему этот камин-аут. И я вот не знаю, хочу ли я этого, не хочу. Ну, то есть вроде бы он, ну, судя по нашим разговорам, не... Ну, скорее за права ЛГБТ. Но вот я не знаю, насколько. Мне кажется, есть такое, что ты в целом за, но когда какая-то персона твоего окружения, выясняется, что эта трансперсона, может быть, и что-то возникнет такое не... Здесь мне как-то да нет. То, что работы много и так далее. То, что бывает, конечно, проблема, то, что сложно интегрироваться, сложно с языком. Это тоже какой-то вид одиночества, но это не то одиночество дикое, которое у меня в России было. То, что это, да. То, что в России там тоже как-то тоже любимая история. Как мне в комнате один написал, я знаю, что ты здесь на севере Москвы живешь и так далее. Я знаю, что тебя вчера разъебала группа. Я такой, я вообще-то не был на группе, я вообще-то дома был, я потому что ни с кем не интегрировался. Я потому что, безопасно, то, что я здесь сюда в Европу выезжаю, и все, у меня здесь эта жизнь. То, что я общаюсь и так далее, мне не нужно ничего описать.
Я такой, да нет, все нормально, и там так далее. Ну, я бы сказала, что у меня были хорошие отношения с родителями до того, как они узнали о моей ориентации и о Маше. Потом начались эти ссоры в основном с отцом, потому что он это никак не воспринимает, не принимает, не хочет это принимать. Мы с ним много раз ругались, я плакала, мне было хреново, он говорил, что отказывается от меня, знаешь, доходило даже до такого. Тяжело с ними, потому что я их люблю на самом деле. Я пытаюсь донести им свою точку зрения, но понимаешь, что бесполезно. Ой, мне это вообще боль. Да? Да. Я не люблю вообще слово «семья» использовать, потому что он такой... С родителями я еще общалась, когда сюда переехала. Да, ну так, знаешь, там раз в месяц, типа, предков дома. Да, была связь, но потом я им сказала о переходе, и они вообще очень плохо восприняли это. А до этого ничего не знали, что ли? Ну, они избегали, знаешь, догадывались, разговоров, но ну, такие, типа, потому что там... А потом начали просто мне предъявлять за это. Я такая, ой, ну все. Видимо, день настал, когда нужно попрощаться с ними. Но это для меня, конечно, было такое, это полгода назад, да, я там в депрессии. Это звучит только так, а на самом деле это же вообще... Очень. В общем, я так и не общаюсь пока с ними, не знаю, что потом буду общаться. Такой, типа, а мне вот сказали, что его друг из военкомата сказал ему, что я гей. И мне Олег пишет, говорит, это правда, или ты специально это сказал в военкомате, надежда на то, что тебя в армию не возьмут? Я говорю, блядь, нет, это так и есть. И он меня спросил тогда, почему я ему не говорил, я ему прямо сказал, говорю, я тебе не доверял, будем честны. Ты был раньше гомофобом, откуда мне было знать, как ты будешь к этому относиться, и как бы доверия как такового не было. Вот. И когда он узнал, он сразу же сказал, что я тебя поддерживаю, не парься по поводу этого. Вот, и сказал, что я молодец, что не рассказал ему раньше, потому что раньше он был долбоёбом. Он прям самолично это признал. Вот, но он меня поддержал и был этому очень рад. Потому что батя, ему было очень плохо, мне кажется, когда он узнал. Потому что батя у меня был мусульманином. Сейчас, по-моему, уже нет, как раз глазки. Но тогда он был мусульманином, и для него это было просто шоком. Вот. Но из плюсов мне отец по сей день ничего не сказал, слава богу, он мне ничего не говорит, потому что я не очень хочу с ним общаться на эту тему. Мы смирились с тем фактом, что моя, точнее, жизнь его не касается, и моей матери в том числе. Хотя, вот самое смешное, что матери я потом тоже сказал, потому что мне типа такие, скажи сам, мы не будем ей говорить, скажи сам. Я говорю, окей. Но когда я ей сказал, такая, ну ладно, ну как бы, я просто понял, что ей похуй. Но она до сих пор и спрашивает, не нашел ли я себе девушку. Ну, блядь, ты что, рофлишь, что ли, надо мной? Зачем ты это делаешь? Я тебе сказал, что я люблю мужиков, блядь. У меня из-за этого нет какой-то особой потребности, чтобы она там знала, чтобы она как-то поддерживала. То есть я в этом вообще не нуждаюсь. Типа, я сама себя поддерживаю, и это главное. Поэтому нет у меня такого ощущения, что она... Нет у меня попытки добиться ее одобрения или, я не знаю, просто чтобы она сказала молодец или что-то такое. Ну, то есть, мне все равно. И я знаю, что лучше я ничего не скажу, чем я скажу, и она там, не знаю, как-то будет еще что-то, кучу мне вопросов сверху задавать, загоняться, может, еще из-за чего-то, я не знаю, будет, типа, спрашивать, может, я что-то не так сделала в детстве, я не знаю, что она там себе наплетет, она может, потому что я очень похожа на нее, и я знаю, что она там, блин, такие себе нахуй вертит мысли, что я потом задолбаюсь ей все объяснять нормально. Поэтому я такая, себе дороже промолчать. И мы считаем, что Испания очень открытая, то, что все там сексуализированы, все очень свободны. А на самом деле я встречаю сейчас то, что есть две вот это противоположные страны. То, что есть вот эта, которая очень такая
радикально правое, вот это все то, что католики там и так далее, вот все правильно, семья это все, то, что семья это женщина и мужчина, и все. То есть это ты встречаешь в Испании, такой думаешь, странновато. Либо сильные леваки, то есть, и которые вот это надо вот так делать, это, то есть права женщин, мужики говно и так далее, и то есть вот середины нету никакой. И то есть, и вот сейчас я вот с этим сталкиваюсь, ты же после съемки, пишешь парню, давай что-нибудь снимем. Один парень начинает какую-то херню писать, что он вот это не может, а порно, оно достаточно инклюзивное. То есть, на самом деле, если просто это продается, люди это будут делать. И просто потому, что мы уже переступили какую-то грань, и уже нету. То есть, это нету так проблемы там, работы, например, с трансгендерными персонами. Сейчас у нас вот эта тема очень это важна. Либо с людьми, которые там просто разными. Я никогда не жила открыто в России пока была. Ну, с другой стороны, как сказать, не то чтобы я пряталась. Ты понимаешь, все-таки начало 2000-х по сравнению с нынешней ситуацией было практически либеральным временем, поэтому не было какой-то прям сильной необходимости декларировать себя. Ну, какой-то страх присутствовал все-таки. Да, поэтому я так скажу, что у меня, как сказать, не было в сторону меня, но, естественно, всякие комментарии в сторону других людей. Ну, конечно, это, мне кажется, это, к сожалению, часть какой-то повседневности, а сейчас, я думаю, учитывая общую риторику, это стало хуже. И если раньше это было в основном что-то вербальное, то сейчас, мне кажется, это уже в сторону каких-то более жестоких методов. То есть и избиение, и понятно, что сейчас людей и в тюрьму сажают за какую-то, я не знаю, мифическую пропаганду, про которую я так и не поняла, что это такое, и как это вообще можно пропагандировать, и на кого эта пропаганда действует. Человека своего пола сесть в тюрьму — это как-то полный бред. Даже не представить. Что страна скатилась просто. Такой говно. А мы еще когда-то лет 15 назад на Невском даже целовались. В метро целовались. Все было нормально. Никто не обращал внимания. Короче, очень рада, что съебались. Большое спасибо Испании, что решили принять. Будем здесь помогать людям хоть чем-то. Я не понимаю людей, которые даже в ЛГБТ периодически уезжают отсюда, говорят, что в России лучше все. Были случаи. Это вообще очень странно и непонятно. Типа назад, кто возвращались? Да. Притом они не то, что там ЛГБТ, там геи, лесбиянки, а вот именно небинарные трансы, потому что это сложнее всего. У них даже внешность выдает, что они относятся к этим слоям общества. А сейчас в России из-за внешности можно сесть в тюрьму. Просто тупо. А это, блядь, пиздец. После начала мобилизации в сентябре 22 года я начал думать над тем, чтобы уехать из России. Даже не то, что начал думать, а появилось чувство, что в Москве, я жил в Москве, очень... Хотя вроде бы в Москве-то ничего не происходило, но было очень какое-то давление, какой-то страх, что какие новые меры там примут, что произойдет. И я стал очень мало выходить на улицу, и как-то вообще отдалился от всего, и, в том числе советовался с родителями, и вместе, они мне тоже посоветовали, что надо выбирать какое-то другое место, по крайней мере, на время.
Ну и, наверное, Испания была почти единственной страной, которую я рассматривал, потому что ну, страны бывшего СССР, они не очень ЛГБТ-позитивные. И даже не только это, а еще и не очень транспозитивные, не очень понятно, что там с гормонами, с врачами и так далее. И поэтому рассматривал скорее Западную Европу, а из Западной Европы в первую очередь Испанию, потому что я уже до этого знал испанский язык, и даже там полгода жил в Испании, поэтому было как будто легче решиться на это, и как будто было более-менее знакомая какая-то среда. Ситуация постепенно ухудшалась. Именно с границами Именно с ситуация границами, да. ухудшалась. В частности, для меня, потому что их выпускают, украинцев, а россиян уже стали хуже выпускать. Причем, как бы, ну, проблема не в самих россиянах, а в именно иностранцах, в лицах третьих стран, так сказать. Мне на границе не верили в мои документы, которые у меня были, что спрашивали, у кого я их купила, хотя у меня все официально абсолютно. Вот. И они долго искали, к чему придраться, допрашивали меня. Если честно, я в один момент испугалась, что меня отведут в какую-нибудь тюрьму, типа до выяснения обстоятельств. А у нас как бы билеты на самолет, и вообще я не очень хотела проводить время в тюрьме. Вот. И, видимо, в итоге меня выпустили, и в итоге, не найдя к чему толком придраться, потому что я суперофициальная девочка, вот, мне, видимо, в отместку, просто потому что могут, написали в паспорте «Путин хуйло». И как бы не то, чтобы я с ними не согласна, я согласна, но обидно, что в паспорте, что его, потому что теперь мой документ считается испорченным. Вот, да, широкий простор для мечты и для жизни, грядущий нам открывает года. Нам силу дает наша верность от жизни, так было, так есть и так будет всегда. Мне нравились на самом деле первые строчки, вот где широкий простор для мечты и для жизни. То есть вот мне прям это ассоциировалось с большой страной, с тем, что там можно сделать, с тем, насколько там красивая природа, какая она разнообразная. И я такая, да, вот это она. То есть даже вот это не как гимн вот для меня был именно, да, государство, а как вот какой-то красивый жест тому, какая страна на самом деле разнообразная, большая, красивая, и поэтому мы любим это. Но я имею в виду, я думала, что вот беженство это навсегда, вот прям все, То есть эта ассоциация была вот с теми людьми, которые бегут из вообще каких-то критических, ужасных условий. И, конечно, они такие, я никогда туда не смогу вернуться. А тут это выглядит теперь уже не так, что, оказывается, не навсегда все это. Поэтому, да, может быть, в скором времени. И я обзаведусь бумажкой с печатикой. Ну, пока не знаю. Ну, я что-то маме позвонила, рассказала. Она такая, ну, кажется, это нормальный вариант. Я такая, да, ладно. Когда я в какой-то момент поняла, что я на нашу дорогую с тобой родину не вернусь, я начала искать, где бы мне упасть. Вот. Жила-то я в Мадриде в тот момент, но в Мадриде цены, может, не московские, но примерно такие. Поэтому пришлось искать что-то в другом месте. И сюда я заехала совершенно случайно, потому что здесь жили и живут друзья моей мамы. Вот. И, собственно, мы заехали просто так с ними поболтать, а они говорят, если вы ищете, почему бы не в Валенсии? Ну, подумала, действительно, почему бы не в Валенсии? Хотя, на самом деле, я здесь не собиралась жить, собиралась продолжать жить в Мадриде. Как сейчас помню, это был 31 декабря 2018 года. Я доработала до 3 часов дня на своей работе последний день, загрузила машину, загрузила котика своего в машину, и, в общем, мы со всем скарбом сюда поехали встречать Новый год, и вот с тех пор я здесь. Валенсия был мой первый вариант, потому что, типа, я один раз здесь была в отпуске, и такая, блин, крутой город, типа, было круто здесь жить. И нашла, короче, одну вакансию, мне позвонили,
Сделали сразу интервью по телефону и такие, ну, окей, ты нам подходишь, давай, типа, собирайся, через неделю мы тебя здесь ждем. Ну, так и приехала. Ну, уже 3 года, получается, почти. В июле, скорее всего, будет 3 года. Как город классно. Мне нравится архитектура, мне нравится, что он одновременно большой и не очень. То есть можно пешком там дойти до какой-то точки и не особо напрягаться. Ну, там, если куда-то далеко, там, в тот же город искусственных наук, там, доехать. Ну, в любом случае, там можно дойти. Минут 40 пешком, и ты уже там. Для петербуржца это идеально. Здесь неспешная жизнь. Тебя не собьет машина, потому что я ворон считаю, когда иду. Вот. Все здесь приятно, зелено, что не хватало. Вот. Такие как Барселона, Мадрид, слишком город Москва-подобный. Ну, тяжело в таких городах жить. Мы как-то давным-давно хотели переехать в Валенсию, но это были такие фантазии. Спасибо Путину за это, что он ускорил нам процесс. Вот. У нас здесь живет приятель с Украины. Вот. Ему достаточно много лет. Вот. И он как-то нас пригласил. Мы приехали и в целом влюбились в этот город. Для нас здесь вообще все хорошо. Кроме ситы доставки. Это вообще жесть. Мы здесь недавно, 18 февраля, мы здесь праздновали год, как мы в Валенсии. Мы ехали из Киева, и дорога заняла 2 суток с кучей чемоданов. Это было тяжело, потому что еще самый большой тяжелый чемодан на колесиках, он сломался, что сделало его еще более неподъемным, чем он был. Вот, за этот год мы успевали покататься по Испании, потому что мы на программе. И мы успели побывать в Аликанте, потом в Чамеле, потом в Лос-Алькасересе, потом мы поехали в Гандию, и вот наконец-таки мы переехали в Валенсию. Мы здесь 3-й месяц, и надеемся, что теперь мы здесь задержимся на подольше. Я когда сюда ехал, я до этого уже работал на вебке, работал как моделью, так и в том числе администратором. И последние полгода я перед отъездом сюда работал администратором. Вот. Так, и когда я сюда поехал, я понимал, что работу админом я здесь не найду, потому что у меня не знания испанского и английского, плюс опыт админа не сильно большой. И я такой, ну какая-то работа нужна, плевать какая, и я просто пошел с новой моделью здесь работать. Это было очень тяжело морально, потому что я уже заебался это делать, уже на тот момент, вот, и скажу. И потом я уволился, когда на работу нашел, но все 3 месяца, что я работал, я курил постоянно траву, потому что я не мог без этого. Особенно, когда я поселился с француженкой и колумбийкой, мы дули каждый день. Это тот вот период, когда у меня количество выкуриваемой травы просто, блядь, скакнуло очень высоко. Вот, но я по-другому не мог, это было очень тяжело морально. Но оно того стоило, я не разочарован. В принципе, переезд того стоил, икра глазам. Ну, намного свободнее, чем на родине. Но из-за нынешней власти коммунидада Валенсианы есть страх какой-то угрозы, что может быть хуже. Сейчас при власти в Валенсии коммунистическая партия, в Мадриде либо уже произошел какой-то удар по трансгендерному сообществу от президента Мадрида, и ходят такие слухи, что Валенсия из-за этой политической партии может стать следующей, потому что все меняется. Например, в Майами еще 2 года назад это было лучшее место для ЛГБТ, как там прайды проходили, как они охранялись. А сейчас туда не рекомендуется даже как туристам ездить. Ну и я боюсь всяких изменений, что это тоже может коснуться и Валенсии.
Но на самом деле тоже не то, чтобы прям тут все открыто. То есть все равно ЛГБТ-клубы, ЛГБТ-организации, они такие с каким-то фильтром все равно. Нет такого, хотя вот считается там, по разным статистикам, что у Испании очень высокий уровень принятия ЛГБТ. Нет такого, что там прям такое, что можно быть открытым, что можно ничего не бояться. То есть... Но есть ощущение того, что не все люди в Испании типа принимающие. И там, учитывая, что сейчас вот поменялось правительство на правое, еще меньше такого чувства, что... У меня так слегка печально такая. Ну, я приехал из-за друга. То есть, на самом деле, я должен был остаться во Франции, у меня уже было все запланировано, то что я должен был жить в Париже, но вдруг написал друг, то, что вот у меня проблемы, я решил из России уехать, 12 лет знакомый, я думал, было бы легче. Оказывается, что нет. Оказывается, что было тяжело. То есть, не близкий человек стал, и сразу я понял, что совершил грубую ошибку, то, что сюда приехал, на самом деле. То есть, ну, не вот тогда. Сейчас я вот уже получаю наслаждение от жизни, то, что хотя бы море, это, фотографии, но на самом деле, были бы, если бы я остался во Франции, у меня были бы уже документы. То есть, об этом надо говорить, то, что Испания в этом плане несчастье. Да нет, испанцы хорошие. Не все, но... По крайней мере, мне кажется, что мне в достаточной степени везло тех, с кем приходилось общаться. Да, они не такие снобы. Точно. Ну, то есть всякое бывает, но в основном они простые в хорошем смысле. Мне кажется, и просто в общем и целом ты в испанском обществе себя чувствуешь спокойнее. Безопаснее. Я считаю, что это как иноагент в России. Если ты бежишь из России, значит ты хороший человек. И у тебя есть что сказать, чтобы полицейские слезились, когда читают твою жизнь на бумажке. И ты понимаешь, что, блядь, пиздец охуенно, что у тебя реально настолько в жизни было все хуёво, что тебя с распростертыми объятиями принимают, как бы сочувствуют и не понимают, как можно было вообще так жить, существовать с этим харассментом, буллингом и со всем остальным в целом, потому что когда мы писали, как он называется, манифест кейс, все так всплывало и понимаешь, что, блядь, какой-то пиздец, оказывается.